Дорогие друзья, уважаемые подписчики и гости нашего канала, мы рады приветствовать вас на канале Married in Goa или Замужем в Гоа. Меня зовут Марго, и я сама родом из России, а мой супруг Феликс – коренной гуанец. И в отличие от большинства индийцев, он католик. В феврале 2024 года мы венчались в Калангутской католической церкви Северного Гоа и через год решили отметить первую годовщину нашего венчания в самом известном здесь эко-отеле Wilderness Nature Resort, известном также как Дикое гнездо или эко-коттедж в горах. Друзья, кто уже посещал этот курорт, пожалуйста, оставьте свой отзыв в комментариях или дополните мой рассказ, если я что-то упустила. А для тех, кто только собирается посетить самостоятельно или через туристическое агентство, буду рада ответить в комментариях на любые интересующие вас вопросы. Интересной особенностью расположения курорта является то, что географически он находится на стыке трех индийских регионов – штатов Гоа, Карнатака и Махараштра в горах Западные Гаты вблизи деревни Чорла на высоте 815 метров над уровнем моря. Территория отеля разделена на две части, в каждой из которых есть свой ресторан и бар, а также тот самый Infinity бассейн, ради которого большинство туристов стремятся посетить этот курорт. Отель категорически не подходит для шумных вечеринок. Его концепция предполагает спокойный, размеренный отдых в единении с природой. На территории большое количество птиц и обезьян. Гости могут разместиться в домиках-коттеджах 4 разных категорий – с видом на джунгли, с видом на горы, с частным бассейном или семейном коттедже. Каждый коттедж имеет свое название, связанное с природой. Чтобы удержать ваше внимание, информацию о ценах и возможностях бронирования озвучу в конце видео. Мы остановились в отеле на 2 дня, забронировав на первые сутки коттедж с частным бассейном и домик с видом на джунгли на второй день. Большое панорамное окно, бассейн с 2 отдельными входами из спальни и ванной комнаты и потрясающий вид на горы поразили нас в самое сердце. В коттедже есть все необходимое для комфортного пребывания, включая чай, кофе, электрический чайник. Все довольно аутентично и ничего лишнего. Из мебели кровать, платяной шкаф и пара стульев. Кстати, вода в бассейне довольно прохладная, и даже я, выросшая на холодной реке Кама, заходила в него очень медленно, буквально стуча зубами. В день заезда на завтрак вы, конечно, не попадаете, зато вас ждет обед в местном ресторане. На обед были представлены свежие овощи и салаты свежих овощей, разные соленья, пиклс, несколько видов чатни, традиционные индийские соусы, индийский кисломолочный продукт дахи или curd, 2 вида лепешек чапати. Мы пытались выведать у шеф-повара секретный ингредиент серо-сиреневых чапати, и он нам его даже назвал, но муж его не понял, а теперь мы и само слово забыли. Конечно, здесь есть 3 вида риса. Какой обед без риса? Не ел рис, значит вообще не ел. И несколько видов тушеных овощей и бобовых. Баджи, цветная капуста, стручковая фасоль, грибы, маш и другие бобовые, в том числе чечевица. Такое разнообразие – необходимость, так как огромное число индийцев – вегетарианцы. Баджи готовят практически из любых видов овощей и бобовых культур, которых в Индии очень много. Хрустящие лепешки папад, жареные бананы, индийские сладости, фрукты, рисовый пудинг кхир, а в конце шведского стола невегетарианские блюда. 2 из баранины либо козлятины, одно с подливкой, другое без, и рыбное карри. Дело в том, что по-английски мясо баранины и козлятины звучит как маттон, поэтому определить вид мяса очень сложно. В обед столы накрывают скатертями и сервируют тканевыми салфетками. На завтрак и ужин этого не делают. На террасе также есть несколько столиков, но питаться там я категорически не рекомендую, если вы не готовы к нападкам воришек-обезьян, которые там чувствуют себя хозяевами и даже могут проявлять агрессию. Отмечу, что питание уже включено в стоимость. Так как отель из года в год привлекает все большее количество туристов из Европы и стран СНГ, на мой взгляд, вкус и ассортимент блюд прекрасно адаптированы для любых гостей.
И пусть вас не пугает тот факт, что в отеле представлена исключительно индийская кухня. Если какое-то блюдо будет средней остроты и выше, при виде гостя европейской внешности персонал обязательно предупредит, что это спайси, то есть острое. Кормить обезьян запрещено, но они прекрасно обходятся без посторонней помощи. На террасе или рядом всегда дежурит кто-то из персонала, но это не всегда приносит желаемый результат. Они даже могут запрыгнуть к вам на стул и невозмутимо брать еду с вашей тарелки. При этом пугать обезьян категорически нельзя. Это может быть чревато последствиями, в том числе рваной раной от укуса или заражением. Даже если у вас домик с видом на джунгли, то вы всегда можете поплавать в бассейне, из которого открывается потрясающий вид на горы. Шикарные фото и видео вам обеспечены. Вода ближе к обеду уже довольно приятная, с утра прохладная, но намного теплее, чем в коттедже. Кстати, питание 4-разовое, и вас ждет также tea time, или по-русски полдник. Ресторан предлагает традиционный чай масала, горячее молоко, обычный пакетированный черный чай, какао и кофе. Отдельно всегда в большом кувшине стоит питьевая вода. К чаю подают индийскую выпечку, такие хрустяшки, которые точно будут украдены обезьянками, если вы решитесь полдничать на террасе. Но не только питание включено в стоимость проживания. Вас ждут самые разнообразные активности. В первый же день после полдника мы отправились на организованную прогулку на закат – Plateau Trek. Обязательно берите с собой удобную трекинговую обувь, желательно кроссовки или специальные сандалии. Путь до точки назначения должен был составить порядка 1 километра. Сначала вас отвезут на автобусе к началу пешеходного маршрута, а потом сопровождающий поведет вас по тропе. На самом же деле, судя по электронным часам, мы прошли около 1,5 километров в одну сторону. Мне было нормально. А вот мужу, не привыкшему ходить пешком, было тяжеловато, но оно того стоило. Тропа несложная, легче среднего, подойдет для каждого. Какие еще активности предлагает курорт? С 7 до 9 утра каждый день трекинг до водопада. Мы решили не ходить. Я сначала расстроилась, а потом решила, что это повод вернуться. Кто ходил, остались в восторге, по крайней мере, так говорят. Но тропа там сложнее, специальная обувь обязательно. Также с 7:30 до 8 утра каждое утро можно организованно понаблюдать за птицами прямо на территории курорта в сопровождении специально обученного человека. Днем проходит мастер-класс по лепке из глины, а девушки рисуют традиционные узоры хной мехенди. Вечером проходит шоу народного танца, где девушки танцуют с кувшинами на голове. Но не каждый день, периодически активности меняются. Так как связь на территории курорта не самая лучшая, периодически отключают электричество и Wi-Fi ловит далеко не везде. Участие в активностях – один из лучших вариантов времяпрепровождения. Мы брали с собой карты Uno, магнитные шашки и еще пару настолок. Рекомендую заранее скачать на телефон музыку, захватить пауэрбанк и спикер, то есть колонку, если вы хотите слушать музыку. Что еще? Алкоголь в стоимость проживания не входит. В начале видео я показывала вам бар, цены на алкоголь в котором довольно приемлемые, не дороже, чем в кафе на побережье Гоа. Кстати, в коттеджах нет холодильников. Для продуктов они не нужны при таком питании, а напитки охладить не получится. Но есть один момент. Вывозить алкоголь из Гоа за границу штата запрещено, а по пути в эко-коттеджи вы будете пересекать границу с блокпостом. Есть вероятность того, что автомобиль и вещи могут попросить к досмотру. Нас не останавливали. Я никого не пугаю, просто предупреждаю. Мы были в отеле в феврале, но хочу заметить, что в сезон дождей курорт особенно прекрасен, и очень жаль, что нам не удалось посетить его в этот монсун. Завтраки проходят с 8:30 до 10 утра в том же ресторане. Горячие напитки – те же самые, что и на полдник. Чай, кофе, молоко, какао. Также есть сухие завтраки, кукурузные хлопья, но только одного вида. Несколько видов пророщенных бобовых. Я даже не знала раньше, что они популярны в Индии, а сама я их очень люблю. Уже известный нам кисломолочный curd,
Есть также мед и лимон, если нужны. Обязательно что-то из фруктов. Обычно это папайя или арбуз. Перец чили в кляре. На видео его нет, еще не полностью накрыт стол. Какие-то блюда из риса и снова баджи. Здесь из картофеля и томатов. Баджи подают во время любого приема пищи, на завтрак, обед и ужин. Обязательно свежеиспеченный хлеб, который также еще не принесли, и маслица. Кто был в Гоа, знает, что в недорогих отелях на завтрак подают только яйца и тосты с маслом и джемом одного вида. А здесь несколько видов домашних джемов, приготовленных лично шеф-поваром. Ну и какой завтрак без яиц? Вареные яйца, масала-омлет со специями, луком, томатами и чили, глазунья, сырный омлет и скрэмбл. Но с любым видом яиц, кроме вареных, будьте готовы подождать. Минимальное время приготовления 15 минут. После завтрака мы отправились к бассейну релаксировать и наблюдать за обезьянками. Кстати, рядом с бассейном есть летний душ, а также благоустроенное помещение с комнатой для переодевания, санузлом и чистыми полотенцами. Впереди нас ждал переезд в другой коттедж, и по дороге я увидела этот агрегат для приготовления сока из тростника. Мы обошли его со всех сторон, как будто смотрели на космический корабль, но мысли выжимать сок у нас не появилось. Дорога до второго коттеджа была долгой, с довольно крутой лестницей. Это самый недорогой вариант размещения, и после нашего коттеджа с бассейном мы были совсем не в восторге. Территориально он находится далеко от всего, и от ресторана, и от активностей. Казалось бы, гуляй не хочу, но бродить после заката по мощенке не очень приятно, а потом еще взбираться по крутым ступеням. Ну, или нам просто было очень лениво. В целом, опять же, приятно и аутентично, но мы попросили все же поменять нам коттедж на что-то поближе к ресепшн, бассейну и активностям. Кстати, в коттеджах этой категории нет чайного набора и самого чайника. Сейчас покажем вам другой домик, куда нас все-таки переселили спустя пару часов, а пока расскажу про цены и бронирование. Во-первых, есть два варианта бронирования через сайт, либо туристическое агентство или туроператора, которые будут выступать исключительно в роли посредника и организатора трансфера, но это тоже важно и нужно. Мы ездили на своей машине, поэтому трансфер нам был не нужен, но есть и другая проблема – оплата. Бронирование отеля осуществляется только по 100% предоплате. Таким образом,
Если вы решите бронировать самостоятельно, вам не только придется искать такси, договариваться с водителем, чтобы вас потом еще забрали с той же локации, но и искать кого-то с иностранной картой или счетом, чтобы оплатить проживание. Мы, кстати, хотели поменять коттедж с видом на джунгли на такой же с бассейном, но все они уже были заняты. Курс рупии к рублю сегодня приблизительно 1 к 1, а за $1 можно купить около 87 рупий. Коттедж с видом на джунгли стоит 8000 рупий на сайте и $220 у местного турагентства. С видом на горы 9000 рупий на сайте и $240 у агентства. С частным бассейном 12 тысяч рупий и $280 соответственно. Цена за сутки, включая питание и активности. У агентства в стоимость включен трансфер. Цены могут незначительно отличаться. Наши домики назывались Сасана, Аболи и Джай. Как вы уже поняли, рекомендую я только первый и, возможно, третий. Если вы спросите лично меня, рекомендую ли я этот вариант отдыха, однозначно да, если вы приехали в Гоа хотя бы дней на 20, либо приехали не первый раз. Дорога занимает около 1,5 часов из северного Гоа, но поверьте, оно того стоит. В конце концов, здесь и экскурсии, и совершенно другой Гоа, природа. Мы обязательно поедем снова, уже жду не дождусь. Закат у бассейна меня очень впечатлил. Мы не уходили до самой темноты. Эти кадры я помню, будто это было вчера. Какое-то время мы просто сидели неподвижно и смотрели на заходящее солнце, а потом на полосу закатного света, пока небо не стало полностью черным. Мы не прощаемся с Wildernest. Мы говорим «до свидания». Мы обязательно вернемся насладиться этими потрясающими видами. О, вспомнила, что я вам не рассказала и не показала. С парковки до отеля вас доставит платформа фуникулер. Но, конечно, вы там будете в сопровождении служащего отеля. Спасибо большое всем, кто досмотрел это видео до конца, оставил лайк и комментарий. Начинать вести канал с нуля непросто, но есть большое желание. Будем учиться, расти и развиваться вместе. Друзья, до скорых встреч на канале Married in Goa.